Срочное обращение из Киева. Зеленский объявил об уходе и отставке. Немедленная смена власти в столице. Каковы причины и кому уже ищут замену? Польша не боится России. Ответ Москве. Варшава заявила, что дала бы Путину по носу. На Западе заговорили о поражении. Кого? Путина предали. Заявление в эфире федерального канала. Кто пошел против Кремля? Заговор в окружении? Точное попадание. Секретный объект армии поражен. Военные покинули позиции. Удары Украины и РФ. Прилеты и уничтожения. Соратник президента убит. Киев и Москву обвиняют в ликвидации. Прорыв в тыл. Срочное предупреждение для украинцев. В Минобороны Украины озвучили цели. Открытие нового фронта Путиным. Операция ЧВК Вагнера за пределами России. И немцы выделяют миллионы евро на ликвидацию сил РФ. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 13 июля уже на календаре. Вновь всем говорю спасибо за вашу поддержку. Всем, кто написал вчера еще и поздравления с днем рождения, отдельные слова благодарности. Давайте начинать. Отставка и арест. Первые головы полетели. Размещение склада боеприпасов в Вишневом, по которому ударили россияне, обернулось увольнениями и уголовным расследованием. Укроборонпром снял с должностей руководителей двух государственных предприятий. Проверка выявила нарушения при хранении боеприпасов, без работы и другие сотрудники, чьи действия или бездействия могли привести к тяжелым последствиям. В компании заявили, на этом не остановятся и открыто дали понять, будут аресты. Укроборонпром уже передает СБУ документы и всю необходимую информацию. Напомню, полыхало в Вишневом под Киевом 6 июля после российского удара. Сначала Генштаб заявил, что пораженный объект не подчиняется ВСУ. Позже Зеленский признал, удар пришелся по складу боеприпасов. Он был расположен рядом с жилыми домами. Сотни тысяч гривен в карман за распродажу продуктов для армии. Ущерб военным почти в 500 000 гривен. Окончательный приговор оглашен в Украине начальнику тыла одного из учебных подразделений ВСУ, сообщает офис генерального прокурора. Ему дали 10 лет. По данным следствия, во время приготовления еды в столовой использовали меньше продуктов, чем указывали в документах. Начальник тыла лично вывозил из части крупы, масло, яйца и колбасу, а потом продавал все гражданским. За полгода мужчина провернул свою схему 59 раз. Ущерб государству составил около 500 000 гривен. Осужденного также лишили звания майора. Друзья, как считаете, справедливое ли наказание? Польша не боится Путина, а он потерпит поражение в Украине. Такой ответ Варшавы Москве. Заявление принадлежит главе МИД страны Радославу Сикорскому. Он уверен, что Россия проиграет в войне. В интервью итальянскому изданию «Il Messaggero» он прокомментировал слова Кремля о том, что Варшаве пора задуматься о собственной безопасности. По словам Сикорского, Польша уже около 500 лет думает о безопасности перед лицом России и не собирается останавливаться. Министр при этом заявил, что со стороны Москвы возможна провокация, но полноценно напасть на Польшу Путин сейчас не в состоянии. Свои слова Сикорский аргументировал тем, что почти за 13 лет войны в Украине Россия так и не смогла полностью взять Донбасс. Мы очень серьезно относимся к обороне, но паники перед Россией у нас больше нет. Путин не может победить в войне против Украины. Путин не может победить в войне против Украины. И мы бы разбили ему нос еще сильнее, даже если бы нам пришлось сражаться в одиночку. Но мы не одни, у нас мощные союзники, включая Италию. В России начали фильтровать интернет даже с иностранных сим-карт в роуминге, то есть привычный запасной способ доступа тоже может перестать работать. На такой случай в Proxy Line можно подключить личный прокси. Если не открывается нужный сайт или перестает работать Telegram, вы заходите через сервер другой страны и продолжаете пользоваться сервисом. Этот порт принадлежит только вам, поэтому соединение намного стабильнее. Можно выбрать сервер более чем в 100 странах, а данные для подключения приходят сразу после оплаты. По промокоду TIME10 скидка 10%. Ссылка в описании.
Немцы потратят миллионы евро на ликвидацию российских солдат и техники. Берлин собирается профинансировать в украинские беспилотники около 90 миллионов евро. Германия оплатит производство 50 тысяч ударных дронов для ВСУ. Их выпускает украинская компания Skyfall. Как сообщает Рейтер, это одна из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западной страной. Часть партии уже передана Украине. Остальные аппараты поступят до конца года. В немецком Минобороны детали раскрывать отказались, сославшись на оперативную безопасность. Они оснащены программным обеспечением американской оборонной компании Aterion, которая позволяет автономно отслеживать и поражать движущиеся цели на финальном этапе полета. Срочное обращение из Киева. Зеленский объявил об уходе и отставке. Немедленная смена власти в Киеве. И речь не о самом Зеленском. Он остается на посту, но говорит, что прощается с премьером. Запущена процедура перезагрузки правительства. Юлия Свириденко покидает пост премьер-министра, а вместе с ней уйдут и все министры. Самой премьерке президент предложил возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров Украины. Каким именно он не назвал, но, вероятно, Свириденко станет послом в США, пишут украинские СМИ. Причину такой внезапной перестановки во власти Зеленский связал с изменением политической стратегии. По его словам, теперь за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать отдельный опытный чиновник. Цитирую. Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров, рассчитывая, что вместе с парламентариями проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Также будут изменения в составе руководителей правоохранительных органов. Свою отставку подтвердила и сама Свириденко. Тем временем в Киеве уже тасуют колоду карт. Кто станет новым премьером? Одним из главных претендентов, согласно источникам Лига.нет, является руководитель «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Среди других возможных кандидатов – бывший премьер и действующий первый вице-премьер Денис Шмыгаль, а также министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов. Зеленский накануне всех принял на Банковой. В то же время люди из украинской оппозиции считают, что сейчас идет зачистка людей Ермака, бывшего главы Офиса президента. Так об отставке правительства говорит депутат Верховной Рады Железняк. По его словам, кадровые перестановки готовились в полной тайне, и это личная зачистка Зеленского. О масштабной ротации не знали даже высокопоставленные чиновники и политические инсайдеры. Железняк утверждает, что голоса за весь кадровый пакет в парламенте уже собраны. Увольнения и новые назначения планируют провести за одну пленарную неделю с 14 по 16 июля. Это будет больше, чем просто замена правительства, и она, конечно, вынужденная, но еще раз, она планировалась в голове президента. Фактически, это будет глобальная зачистка всех людей Ермака, например, таких как Кулеба, и говорят, что очень вероятно могут заменить и Умерова. Но в то же время рассматривайте это как условно новую страницу, когда выборы у них откладываются, которую они решили перевернуть. Очередной раз, очередной сезон «Слуги народа». Зрители из Украины, что думаете о таких перестановках и на часі чи не на часі выборы президента Украины? Пишите свои ответы в комментариях. Заговор в окружении Путина и президента предали. Собчак и ее мать, сенатора Нарусову, обвиняют в госизмене. Это заявление прозвучало в эфире федерального канала, а озвучил его Соловьев. Поводом послужила утечка личных переписок Собчак. Соловьев увязал этот скандал с заявлением Зеленского о том, что действия Украины тайно поддерживает ближний круг Кремля. По версии Соловьева, Нарусова и Собчак сливали информацию, контактируя с экс-главой Офиса президента Украины Ермаком, и обслуживали интересы окружения Навального на деньги иностранных спецслужб. Доказательств Соловьев не предоставил, но уверен, семья Собчак, будучи обязанной власти, выбрала путь предательства. Напомню, на прошлой неделе в сеть слили, как утверждается, фрагменты переписок Ксении Собчак с ключевыми кремлевскими медиакураторами и российскими оппозиционерами. В слитых переписках также есть диалоги с Ермаком. Сама Собчак назвала публикации фейками с целью подставить ее команду, однако уклонилась от ответа на вопрос, сфальсифицированы ли диалоги полностью. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовал действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь, подставляя информацию, верифицируя и обслуживая
Тех, кто существовали на деньги иностранных спецслужб. Это нормально? Точное попадание. Поражен секретный объект России. Азовцы уничтожили стратегический логистический узел российских войск в Новоамвросиевке Донецкой области. Эта территория сейчас подконтрольна РФ, и об этом говорится в опубликованном украинцами видео. Они уверяют, что там на протяжении многих лет создавалась защищенная сеть топливных баз на территории цементного завода, которая работала на фронт. Украина заявляет об отступлении войск РФ с этой позиции. Цитирую. Поражение хранилища осложнило жизнь оккупантов, но самое важное, они вынуждены покинуть базу, выводить логистику с оккупированных территорий в РФ. Россия также говорит о точном попадании и уничтожении. Под прицелом украинский порт. Москва публикует кадры, как утверждается, удара реактивными геранями по Черноморску Одесской области. Как заявляют в Минобороны РФ, главной целью стал морской сейнер. Силы РФ уверяют, что он был переоборудован для спуска без экипажных катеров. Помимо него под удар попали патрульный катер, паром и сухогруз. Глубокие удары. Россияне прорываются в тыл Украины. Срочное предупреждение для жителей страны. Война перешла в фазу дальних атак, и прифронтовым регионам необходимо готовиться к новой частоте обстрелов. Советник украинского министра обороны Сергей Бескреснов заявил, что целью станет все подряд на глубине до 100 километров от линии фронта. Он уверен, что эскалация связана с подготовкой почвы к возможным мирным переговорам. При этом Украина, уверяет Бескреснов, находится в более выгодном положении для ответных ударов вглубь России, так как огромная территория РФ имеет слишком много критических объектов, которые Москва физически не сможет защитить даже за несколько лет. Ситуация абсолютно абсурдна. Обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга. При этом гибнут люди. Мы хотим все это остановить, а наш враг – нет. Его такая ситуация полностью устраивает. Нужно понимать, что у нас более чем достаточно и ресурсов, и решимости для уничтожения объектов на территории противника. Соратник президента убит. В СМИ не утихают разговоры о загадочной смерти Грэма. В эфире NBC News Трамп поделился подробностями внезапной кончины своего соратника, поставив под сомнение первоначальную официальную версию. Ранее офис сенатора заявлял, что причиной смерти стала кратковременная и внезапная болезнь, однако экстренные службы прибыли к дому политика после сообщения об остановке сердца. Президент США рассказал, что разговаривал с Линдси Грэмом буквально за несколько минут до вызова медиков. По словам главы Белого дома, в момент беседы сенатор не жаловался на здоровье, но говорил, что очень устал, ведь он только что вернулся из Украины, преодолев тысячи километров. Также Грэм поделился с Трампом планами на выходной. Он собирался на интервью. Это был очень быстрый конец, и, возможно, это не самый худший способ уйти из жизни, сказал Трамп. Господин президент, вы помните, что было последним, что вы ему сказали? И что последнее сказал вам он? Я сказал: «Скоро увидимся. Заходи в любое время». Он часто приходил в Белый дом, потому что он мне нравился. Не каждому можно сказать такое. Но он действительно часто заходил, и он был для меня своего рода индикатором настроений в Сенате. Это был человек, которого уважали большинство демократов. Не все, конечно, но большинство. Грэма могли отравить. В США уже заговорили о российском следе. Американская крайне правая активистка Лора Лумер, входящая в окружение Трампа, заявила о возможной причастности Москвы к смерти сенатора и призвала провести официальное расследование. Лумер связала внезапную смерть политика с его последней командировкой в Киев, где Грэм сделал ряд жестких заявлений о введении новых санкций против Москвы, поддержке украинской армии и сценариях завершения войны. Россия только что направила делегацию на похороны Хаминея в Тегеране, где представители КСИР и организаторы церемонии призывали убить меня, президента Трампа и сенатора Линдси Грэма. Еще день назад Линдси Грэм находился в Украине и призывал принять законопроект о санкциях против России, который, по его словам, поддерживает Белый дом. А теперь, по словам сотрудников его офиса, он внезапно умер от неожиданной болезни. Тем временем в российских пабликах обсуждается другая версия смерти. Грэма мог убить Киев, пишут Z-блогеры, потому что он знал слишком много касательно поставок оружия для нужд ВСУ. Напомню, что официальный Вашингтон никого не винит в смерти Грэма. Официальная версия – сердечный приступ.
Путин может открыть новый фронт против Украины уже этой осенью, но только с большой поддержкой Лукашенко. Такой вариант озвучен в интервью YouTube-каналу «Говорить Великий Львів» секретарем оборонного комитета Верховной Рады Романом Костенко. Он считает, что наступление на север страны, едва ли не на Киев, о чем ранее говорил Сырский, может начаться осенью, после выборов в Госдуму. Костенко также говорит и о новой волне мобилизации, как в Украине, так и в России, если сначала она будет объявлена Кремлем. Для Украины это станет огромным вызовом. Сейчас ВСУ из последних сил сдерживают войска РФ на основных направлениях в Запорожской и Донецкой областях, а также на Харьковщине и Сумщине. Если Россия начнет массово готовить новые резервы, Киеву придется принимать немедленные и жесткие решения о том, где брать людей для симметричного ответа. Если они сейчас сформируют там новые дивизии, а именно этим они и занимаются, и, например, откроют Черниговский фронт, а не дай бог еще и договорятся с Белоруссией, то, конечно, тех сил и средств, которые у нас есть сейчас, будет далеко недостаточно, чтобы противостоять им. Операция ЧВК Вагнера за пределами России. Представители известнейшей частной военной компании организовали прибыльный бизнес. Часть членов ЧВК в Центральноафриканской Республике создала собственную империю, криминальную. О ней пишет Wall Street Journal. Основа бизнеса – запрещенные вещества. Определенные таблетки везут из Конго через реку Убанги, а затем продают по всей стране. Доходы идут на оружие, содержание бойцов и местного ополчения. По данным издания, группировкой руководит сын Евгения Пригожина Павел. Контроль над торговлей с запрещенными веществами позволяет вагнеровцам эксплуатировать золотые рудники и леса страны. Только на нелегальном экспорте золота они зарабатывают около 180 миллионов долларов в год, уверяют авторы материала. Они также уточняют, что после ликвидации Пригожина Кремль подчинил себе большую часть Вагнера, но в ЦАР его остатки сохранили самостоятельность. Бывший соратник Вагнера, живущий в Европе, заявил, что влияние боевиков распространилось настолько, что они поставляют членам элитной президентской гвардии и важной молодежной группировки, известной как «Акулы», которая занимается вооруженным патрулированием вокруг столицы и избивает сторонников оппозиции. И напоследок видео, которое собирает сейчас миллионы просмотров и комментариев. Речь о проблеме мобильных огневых групп России, которые призваны сбивать украинские дроны. Пользователи сети комментируют испытания российской установки ПВО и ее борьбы не с БПЛА, а с военным. Посмотрите. Друзья, на этом все. В других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. Если не сложно, подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи уже завтра.